Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Сегодня у нас необычный выпуск, сегодня будет не мастер-класс, а типа влога что-то. Я покажу вам свои самые необычные кристаллы Сваровски из моей личной частной коллекции. На самом деле необычных кристаллов у меня очень много, поэтому этот ролик будет в нескольких частях. Смотрите часть 1. Я покажу вам самый большой кристалл Сваровски. Это шатон размера 50 миллиметров. Вы только вдумайтесь, 50 миллиметров. Просто огроменные. Посмотрите, какие. Два таких кристалла, вот этих самых, мы разыграем среди всех, кто посмотрит этот ролик внимательно и до конца. Смотрите в конце задания. Я сейчас расскажу историю, как эти кристаллы у нас появились. Когда мы стали думать о птице Оскаре, мы стали думать о том, чтобы сделать награду с кристаллом. И подумали, что можно взять вот такой вот огромный кристалл и сделать такую вот гигантскую статуэтку какого-нибудь мужика типа Оскара. И чтобы оно было увенчано гигантским шатоном Сваровски. Может быть, он его держит, может быть, у него в голове. Были разные варианты. Мы хотели заказать дизайн у австралийской конторы, которая производит именно вот эти вот оскаровские и прочие другие статуэтки. И специально под это дело мы заказали у Сваровски гигантский шатон. У нас таких еще несколько штук есть. Пока они лежали у нас на складе, они превратились в раритет. Сваровски сняли их с производства. Теперь такое не купить. А у нас, по счастливой случайности, есть несколько коробочек. И мне очень жалко отправлять их в продажу, потому что у этих кристаллов есть история. Они так и не стали кристаллами из нашей награды, но они последние в своем роде лежат там у нас на складе, и у меня просто не поднимается рука, чтобы добавить их в продажу и кому-то их зачем-то отдать. Но для наших подписчиков мне не жалко ничего. Поэтому смотрите этот ролик до конца и узнаете, как получить такого красавца. Ух ты, кайф какой! Такая необычная история у этих кристаллов, которые так и не стали кристаллами для наших наград. Едем дальше. На самом деле у меня сейчас на столе лежат упаковки, и я только что заметила, что они у меня из разных эпох. Сваровски за время своего существования несколько раз меняли дизайн упаковок, надписи на упаковках. Давайте посмотрим, как менялась упаковка Сваровски со временем. Вот это вот самое новое. Сейчас кристаллы приходят именно вот так. Здесь написано Сваровски, тут находится штрих-код, сзади вот такая вот наклеечка Сваровски. До этого на упаковках было написано Сваровски Elements. Тоже присутствовал штрих-код, и здесь была такая вот надпись «Выбор дизайнеров с 1895 года». Видите, сейчас эта надпись с упаковок пропала, ее нет. Вот сверху у меня новая упаковка, а снизу старая. Здесь Сваровски Elements, а на новых Сваровски. А до того, как появился Сваровски Elements, на упаковках было написано вот так: Crystallized Сваровски Elements. Внизу логотип, надпись Сваровски. И вот здесь вот надпись The Crystal Elements Brand of Сваровски. Вот так вот выглядела упаковка до. И видите, здесь у меня всякие пометки. Для розыгрыша, снято с производства. Давайте откроем эту упаковочку, посмотрим, что там. Но после того, как я покажу еще более древнюю пачку Сваровски, посмотрите, это вообще какой-то совершенно дикий раритет. Здесь Сваровски еще называлась DS & Co. Трейдмарк, Made in Austria. Вот так вот выглядела эта упаковка. Видите, написано 5 марта 1969 года. Вот эта вот часть, артикул, размер и цвет, оно напечатано. То есть это шлепнули печатью. Были стандартные, похожие у них упаковки, одинаковые, где было написано DS & Co. И сюда вот уже вручную штамповали артикул и цвет. Вот этот раритет я взяла на eBay. Эти упаковки более поздние Сваровски выпускали уже на моей памяти. То есть Crystallized, Сваровски Elements и просто Сваровски. И это все происходило на моих глазах. А вот это вот из 60-х.
Оно до моего рождения появилось на свет. Вы только можете себе представить? Посмотрим на эту древность. Цвет Light Topaz, артикул 4140. Сейчас такого Swarovski не производит. Посмотрите, какая бумажка, какая тут лежит бумажка. И вот они сами, Light Topaz кристаллы. Посмотрите, Swarovski раньше делали задники золотого цвета. Сейчас у них фольга серебристая. Если вы работаете с кристаллами Swarovski, то вы знаете, что задники у них серебристые. А раньше оно было вот такое вот, золотое. В общем, такой раритет у меня есть в моей частной личной коллекции. Никому не отдам. Полная пачка из древности. А вот дальше, вот что у меня есть, это можно отдать. Давайте посмотрим вот на это вот, на Crystallized Wing Pendant. Эту подвеску Swarovski снята с производства для розыгрыша. У меня написано, какой-то розыгрыш я хотела сделать, но пока эта упаковка древняя лежала у нас, я уже забыла, что я хотела сделать с ней. Просто вот такие вот огромные, классные, крупные подвески у нас есть. Это артикул 6690 Wing Pendant. Подвесочки я убираю, и теперь мы посмотрим на жемчуг. Все уже забыли, что это такое. Кто-то из вас, может быть, даже и не знал. Swarovski Elements, артикул 5826. Вот такой вот витиеватый жемчуг Swarovski больше не производит. Этот жемчуг у меня есть в цветах, которые Swarovski не делают. Вот бронз еще производят. А есть Crystal Dark Purple. Этот цвет жемчуга Swarovski не производит вообще ни в каком размере. А оно у меня есть. И мало того, что есть, так еще и в форме, которую Swarovski больше не делают. Вот такие вот кривые бусинки-жемчужинки. Артикул 5826. Снятый с производства. И в классическом цвете крем-роуз. Просто кремовый. Эти бусы я никому никогда в жизни не отдам. Вот именно этого цвета. Потому что похожие были у моей бабушки. Они были не Swarovski. Это было что-то такое простое-простое. С этих бусин сыпалось покрытие. Но форма была вот именно такая. Я прям, как сейчас помню, эти бусы, я в них играла, надевала их на кукол. И, в общем, я вот всегда достаю это и возвращаюсь в детство. И никому, никогда, ни при каких условиях эти бусинки я не отдам. Никому не отдам. Показала жемчуг, снятый с производства. А теперь покажу самый странный жемчуг, который Swarovski производит прямо сейчас. Он продается, он есть в их ассортименте, но он бессмысленный и беспощадный, на мой взгляд. Посмотрите почему. Потому что это жемчуг, артикул 5809, 2 мм и 3 мм. Просто крошечные жемчужины без отверстия. 3 мм и 2 мм. Вот выглядит так. Просто такой жемчуг без отверстия. Бессмысленным и беспощадным я его называю как раз из-за отсутствия отверстий. Конечно же, его можно использовать где-нибудь. Например, насыпать в банку. Представляете, купить 100 тысяч таких упаковок и насыпать 3-литровую банку. Будет красиво. Можно этот жемчуг в цералун вставлять, использовать. Куда его еще можно? Для ногтей он слишком крупный. У Swarovski есть такой же и помельче, но конкретно этот, мне кажется, для ногтей уже крупноват. Напишите в комментариях, поделитесь вашими соображениями, как бы вы использовали этот жемчуг Swarovski без отверстий, куда бы вы его употребили. Может быть, в скраббукинг куда-то насыпать, где бы он там в эпоксидку залить. В общем, пишите ваши комментарии, какие еще варианты могут быть, что мне не пришло в голову. Куда можно этот жемчуг засунуть. У нас, кстати, такой появится в продаже совсем скоро. И посмотрим, как хорошо его будут покупать. Не знаю, зачем я его купила, я просто его увидела и подумала, что ой, хочу, чтобы весь жемчуг Swarovski продавался у нас. Даже тот, который без отверстий. И теперь я покажу вам еще несколько раритетнейших, кристальнейших кристаллов. Во-первых, вот такой вот ваша любимая форма кристаллов 1201, но в цвете Water Lily. Water Lily – это то, что Swarovski не производит. Это покрытие делает сторонняя организация. То есть сам кристалл сделан в Австрии, а вот такое вот Water Lily покрытие ему наносила уже другая сторонняя компания. На самом деле это может делать каждый из вас. Просто берете кристалл цвета Crystal и как-нибудь, какими-нибудь своими силами, своими знаниями, умениями берете и наносите на них такое
необычное покрытие. Можно открыть свое производство, а если производство открыть сложно, если с химией не очень, можно просто заляпать его краской. Едем дальше. Еще очень прикольные кристаллы у меня есть, уже не пачки, прям поштучные, винтажные, цвета табак, артикул 2042. Посмотрите, какой необычный у меня есть кристалл. Типа кабошона, но не кабошон. И, кстати, ничего он вам не напоминает. Задняя сторона у него, видите, плоская и золотая. Это значит, что очень-очень давно, в древней древности, его сделали. Цвет табак. Огранка, как у диско-шара. В общем, это артикул 2042, цвет табак. Он был табак ГФ, а этот табак другой, он выглядит иначе. Этот табак выглядит как глаз. Видишь? Вот они, посмотри. Вот этот вот, он такой более желтый был, а эти как глазки такие. Шикарные кристаллы, у меня их несколько штук. И еще парочку форм хочу вам показать. Артикул 4470, цвет Vitrail Medium GF. 4470 до сих пор в ассортименте Сваровски присутствует, но у меня есть Vitrail Medium с золотой фольгой. Посмотрите, какие они прикольные. У них золотая фольга. Они очень-очень древние. И последнее, винтажный Сваровски, артикул 4723, аметист с золотой фольгой. Это такой треугольничек, прародитель триллианта. Это только часть моей коллекции необычных кристаллов Сваровски. Надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайки, пишите комментарии, хотите ли вы посмотреть остальное. Ну и обещанный бонус. 2 огромных шатона Сваровски достанутся самым внимательным и самым быстрым из вас. Ответьте в комментариях на вопрос, какой артикул у подвесок, который я упомянула в этом видео. 1 шатон достанется тому, кто ответит первый и правильно, а 2 шатон достанется тому, кто ответит правильно, но позже мы выберем победителя случайным образом. Я знаю, кристаллы вам понравились, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Пока-пока! А смешного ничего не будет здесь в конце, потому что все очень серьезно. Кристаллы Сваровски — это серьезная вещь. Или мне, может быть, станцевать? Лайк поставь. И подпишись. И лайк поставь. И подпишись. И подпишись. И подпишись. И лайк поставь. Все.